Начинаем нашу радиопередачу. Народ, всем привет! Подводим итоги Инктобера 2024. Я полностью прошел его в диджитале, и этот Инктобер был намного веселее, чем предыдущий, потому что в диджитале больше возможностей. Можно пилить хоть несколько картинок в день. Вот так вот, значит, с этого он начинался, и это не какой-то там промпт из списка Инктобера, это была просто разминочная картинка. Начинаем разминаться перед Инктобером, вот так вот я написал в телеге. Скетч был здесь предварительно в скетчбуке нарисован и потом покрашен в фотошопе. Весь Инктобер я рисовал в фотошопе, но на разных устройствах, потому что я был в разъездах, и даже в Телеграме я выразил некоторые опасения, что придется Инктобер прервать, закончить по этой причине, но ничего такого не случилось, то есть даже в разъездах я смог запилить несколько скетчей. Еще одна картиночка, очень прикольно это все вспоминать, как это было, вспоминать, как шла подготовка к Инктоберу. Вот такие вот у нас тут скетчи. К этой картинке я добавил описание, что если попытаться сделать что-то похожее через нейросети, то это вызовет массу проблем. Во-первых, позы, во-вторых, такой вот революционный, по сути, флаг с логотипом, ну, еще и длинный текст на кириллице, где это можно осуществить, да, по сути, нигде, и ничего не получится из этой идеи, только вот нарисовать в виде скетча, потому что нейросети вызовут еще больше проблем, если вы захотите что-то подобное сделать. Здесь я подробно это все расписал. Композиция, крестик. Никакой Control-Net не даст такого контроля композы. Да, действительно, нарисовать несколько фигурок в необходимых позах, тем более в каких-то специфических, очень трудно добиться какой-то точности в этом плане, да, от нейросетей. Если руки держат какие-то предметы, то тоже, конечно же, готовьтесь к проблемам с когерентностью. У нас там дальше, кстати, тоже будет обсуждение и сравнение с Control-Net. И вот наступает 1 октября, и здесь вот рюкзачок с такими вот брызгами от красок. Скетч разминочный, скетч не особо такой допиленный. Вижу сразу, что можно было бы и тон поправить, конечно же, и с цветом. Корректировки некоторые ввести. Например, вот на лицевой части этого рюкзака можно было бы добавить больше тоновых вариаций, тем более это часть, которая находится на свету. Здесь много чего можно сделать. Сейчас бы я, конечно же, полностью тут все переделал. Поскольку у меня сохранились таймлапсы в фотошопе, то я смог из этого собрать вот такие вот шорсики, которые я потом выкладывал на ютубе ежедневно. То есть получилось 31 шортс с процессами рисования вот этих вот картинок. Если вы их не видели, зайдите в раздел шортс, они там все есть, их там очень много. Дальше, это был уже второй день и второй скетч. Кстати, вот у нас первый тут рюкзачок, вот этот вот, да, и вот он второй, значит, здесь вот этот вот код с мышами, который вы видите здесь. Здесь я описал лайфхак. Берем клетчку, отрываем от нее мелкий кусок, вставляем в цанговый держатель ластиков. Да, действительно, друзья, получается удобно. Вот такая вот штука. Можно использовать совместно с другими ластиками. Чем хороша клетчка, она очень быстро вбирает в себя графит с бумаги, при этом бумагу не протирая. Поэтому совместное использование вот этих двух — это прикольно. Ну и вот такая вот картинка получилась после покраски этого скетча. Эта картинка, я уже был более доволен. Здесь я, насколько помню, использовал слой наложения Luminosity в фотошопе для теней. Режим наложения Luminosity очень хорош. Если в вашем понимании это как-то конкурирует, например, с Multiply, то Multiply можно полностью заменить вот этим вот слоем. Как это сделать? Luminosity мы наносим отдельном верхнем слое, делаем клиппинг маск, и видимые части, которые на нем остаются, то есть Ctrl-Shift-C, например, у меня копия Merge, да, скопировать совмещенный. Мы переносим на следующий слой, и дальше на этом следующем слое мы можем настроить и насыщенность, и затемнение. То есть получается более гибкий способ нанесения теней, чем какой-нибудь там Multiply. Берете Saturation, туда-сюда двигаете и изменяете светлоту на этом новом слое. Процесс, опять же, есть на ютубчике. Третий день и такой вот скетчик, который я сравнил со старыми графиточками ВКонтакте. Ботинки, которые висят на фонаре в каком-то старом готическом городе. Дальше, после выкладывания процесса с этим скетчем, я собрался все-таки в разъездах рисовать скетчи для Инктобера. И для этого я приготовил вот такие вот штуки. Это был старый планшет Surface Pro 2 с поверхностью от Wacom. Можно брать перо от Wacom и на нем рисовать. Но подойдет не любое перо, там были специфические, работающие по определенному протоколу. Перо небольшое, в форме ручки, но вполне удобно. Ну и также девайс для хоткеев от XP Pen.
вот такой вот, потому что другие Bluetooth всякие устройства, которые я использую, вот, например, вот такую вот штуку, они на этом планшете как-то плохо работали, не определялись программами. Ну и дополнительно мышка, перчаточка от комрадов из Фрунзе, ну и наушники, чтобы особо скучно не было. В итоге, кстати, я использовал другие наушники и слушал все в основном через мобильник. То есть этот сетап я немножко поменял потом. Дальше вот такая вот веселая картинка, которая тоже начиналась вот здесь вот в скетчбуке. Это был Prompt Exotic, 4-й день Инктобера. Такая вот горилла, доставшая бананы с ближайшей пальмы. День 5-й, Prompt Бинокль. Вот такая вот женщина у нас здесь, сидящая в театре. Предварительный скетч был тоже в скетчбуке. И вот мы добрались, это был день 6-й, когда рисуночек делался в поезде, на верхней полке причем, да, было, конечно, не особо удобно, но зато находясь в положении лежа, то есть в чем-то было неудобство, в чем-то нормально. Вот так вот это рисовалось, видим сзади человек тоже лежит, смотрит в свой телефон. Рисование в экстремальных условиях, никогда в таком виде скетчи еще не делал, не выполнял. Вот с этого вот все началось и вот так вот закончилось. То есть покрасил, шейдинг сделал, все это находясь на верхней полке в поезде. Даже еще фоткал в таком положении, было неудобно, да, я вот так вот держал мобильник, фоткал вот этот вот планшет Microsoft Surface 2. Картинка получилась вот такая. В экстремальных условиях, конечно же, можно что-то забыть, можно где-то там немножко сбиться с мысли, да, то есть концентрация, собранность, она немного теряется в таких условиях, но все-таки за счет того, что в лежачем положении находишься, то это компенсируется некоторым спокойствием, да, в этом плане. И можно сообразить, где какой тон класть и так далее. Так вот, мало того, что я был в поезде, но и вообще весь этот Инктобер составлен таким способом, что темы так или иначе касаются путешествий. Начинается с рюкзака, дальше идут навигаторы, палатки, все ключевики практически относятся к теме путешествий. Дальше мы еще это затронем, там потом немножко в экстремальную сторону это уходит уже. Тем не менее, я пытался из этого немножко вырываться, делать содержание картинок немножко в другом ключе. Посмотрим дальше, как это было. Опять я пишу комментарии, что в нейросетях такую картинку сделать невозможно. Это был промпт паспорт. Вот так вот я это изобразил. Ну и, конечно же, да, множество мучений это может вызвать, если вы захотите делать это какими-то другими способами, иными, чем просто рисование. Картинка номер 8 также была в поезде, но на этот раз я уже сидел, по-моему, на скоростном поезде «Ласточка». Кстати, предыдущие тоже начинались вот здесь вот. Это у нас котик в горах, это предыдущие с паспортом. И вот этот. Рядом со мной сидела женщина, которая всю поездку палила, чем я занимаюсь. И чем дальше это от скетча отходило к покраске, тем больше и больше она пялилась в экран моего планшета. Вот такой вот котик у нас получился. Опять же, здесь я помню, как использовал слой наложения Luminosity. Находясь в поездках, мне было проблематично выкладывать шорты, поэтому позже по приезду я их все заливал по одному. Дальше рисунок в более спокойных условиях. Вот такой вот у нас песик, который жарит что-то на костре. Промпт здесь был sun, то есть солнце. И вы видите вот это вот малиново-красное пятно, которое оттягивает на себя большой композиционный акцент. Закатный вот такой вот пейзажик у нас получился. Здесь мы вернулись к цифровой живописи, как я написал. Картиночка номер 10. Эту картиночку я действительно очень быстро нарисовал. Здесь я написал еще что-то про векторный шейдинг. Векторный шейдинг заключается в том, что присутствуют градиенты по светлоте и по цвету. По светлоте видно на светотенях, а по цвету можно посмотреть на песочке. Ну, может быть, еще на небе. Следующая картинка – цифровая живопись в более свободной манере. Очень прикольно работать в этом стиле. Работаем сначала широкими мазками, потом чуть-чуть уменьшаем. Можно все выполнять в рамках одного слоя. Но здесь, по-моему, я использовал несколько слоев наложения, и только потом, в конце, вся эта возня уже происходила на одном слое. Тем не менее, очень прикольно было это изображать. Еще одна картинка в том же духе. Промпт был remote, удаленный, то есть, ну, здесь я сделал, видите, как раз-таки remote control. Но, как вы понимаете, remote в этом Инктобере означал тоже, опять же, что-то походное. Тем не менее, вот так вот мне удалось выбраться из походного направления. Еще одна картинка, где за счет композиции я обыгрывал промпт, это вот эта вот следующая. Называется она «Горизонт». Горизонтальный, да? Здесь у нас два персонажа в горизонтальном виде держат свои ладони, и на горизонте что-то происходит, есть какая-то фигурка. В общем, три у нас таких вот элемента связаны через горизонтальное положение,
в этой композиции. Космонавт, летящий на астероиде. По-моему, после этой картинки я еще несколько доработал тон и отдельно потом еще выложил. Посмотрим. Это был промпт ROAM, по-моему, ROAM, то есть бродить, блуждать. Дальше промпт, который был отрисован в прямом смысле, то есть написано гайдбук, и здесь у меня тоже гайдбук. Книга гайдов по рисованию в данном случае. Тоже достаточно быстро нарисовал вот эту картинку. Использовал множество разных слоев наложения, там и оверлей, и luminosity, и может быть и multiply даже где-то. Вот такая вот картиночка получилась. И да, вот это то, о чем я говорил. Здесь я показываю, как я изменил в дальнейшем тон на этой картинке, то есть добавил теней, добавил немножечко контраста, потому что мне показалось, что свет на первом варианте был немножечко рассеянный, не очень подходящий для космоса, там, где находится этот астронавт. Немножечко подкорректировал эту часть в соответствии со средой, в которой он находится. Вот так вот получилось. Такие вот у нас полеты верхом на астероиде. И 16-я картинка, где я радостно сообщил, что половина инктобера была уже пройдена. К тому времени я нормально так разогрелся по рисованию тона. Получился вот такой вот небольшой фанарт на Soul River, где у нас присутствуют два главных персонажа. Это Разиэль и Каин, где Каин позволяет себе заниматься нравоучениями и требовать прекращения занятия квадробингом. Весь октябрь вообще раскручивалась эта тема в СМИ, квадроберы, всякий бред. Но на самом деле это была искусственно брошенная тема для того, чтобы народ на что-то отвлечь, для того, чтобы народ чем-то занять. Страшный бред, просто кошмар. Никто никаких квадроберов, по сути, нигде не наблюдал. Все это очень-очень кринжово раздуто. Но, тем не менее, появлялись вот такие вот лишние темы для рисования. Следующий промпт был journal, то есть журнал. В контексте данного инктобера это может быть бортовой журнал, что-нибудь еще там для путешествий, да? У меня вот такая вот картинка. Если вы хотите посмотреть процесс, он опять же есть в шортсах на ютубе, может быть где-то я еще буду загружать, может быть в ВКонтакте, не знаю. Но на ютубе точно есть. Следующая картинка промпт drive. Drive это у нас вождение. Вождение видим здесь экстремальное, настолько экстремальное, что вещи из машинки, из этой маленькой вылетают. Очень много здесь было всяких рефлексов, отражений. В общем-то, возни было чуть больше, чем на других картинках. Картинка 19-я, промпт Ridge. Ridge — это какая-то грань, какой-то край. И здесь вот за краем какой-то поверхности у нас висит маг. В общем, что-то в стиле Skyrim. Тоже, в принципе, достаточно легко было это все изобразить. Здесь дальше был еще вот такой вот прикол. Вы прослушали лекцию по высшей магии от опытного наставника гильдии магов Винтерхольда. Лектор высоко оценил ваше стремление к познанию. Вы получили 5 единиц к мудрости и 5 единиц к умениям в области магии ветра. Да, вот в таком вот ключе я сделал эту картинку. Какой-то космический хоррор на межзвездной станции. Вот такой вот у нас антропоморф лазит по коридорам, по темным, высматривает всяких там, возможно, монстров, возможно, еще какие-то там заражения. По тону здесь пришлось много корректировок делать, вот это вот я помню, потому что первоначальные варианты там немножко выбивались из общей идеи. Промпт носорог, риноцерос. Судя по фону, у нас тут какой-то тропический бар, и спереди стоит вышибала с таким вот жестом, что-то нехорошее показывает. Это у нас, кстати, пошли уже такие вот экзотические промпты. Сначала было что-то легкое, такое походное, и затем уже какая-то прям Африка началась, что-то такое экспедиционное в южноафриканские страны. И вот такие вот промпты пошли от авторов, составителя списка Инктобер. Мы, конечно же, этому сопротивляемся, пытаемся вырваться обратно в урбанистическую среду, но саму основную мысль, основной промпт нарушать нельзя, поэтому кемп, лагерь, вот такой вот у нас на крыше какой-то панельки, да? Картинка, которую я начал рисовать мышью и так и ни разу не взял в руки перо, мышью так и допилил до конца. В принципе, было несложно, но пальцы, может быть, немножко устали после такого. Но, тем не менее, было забавно и не особо сложно. Окей, значит, если вы думали, что рисование инктобера на верхней полке в поезде было чем-то странным, то приготовьтесь к тому, что идет дальше. Дальше я здесь объявляю, что будет некоторый интерактив на основе вот этой вот картинки. Это у нас была картинка Rust, то есть ржавчина. И здесь у нас что-то похожее на Silent Hill. Значит, девчонка из третьей части. Третья часть очень классная. И сзади у нас мужик с ванной. Кстати, в какой-то части Silent Hill, может быть во второй,
непосредственно был босс с ванной на голове на горбу. Так что все вполне в канонах вписывается. Вот, но правда здесь немножко локации другие. Здесь какая-то помойка. И вроде как мужик выносит ванну на мусор. Но я предлагаю здесь различные варианты. Различные варианты, на основе которых я нарисую одну из следующих картинок. Дело в том, что дальше был промпт достаточно абстрактный, который назывался «камера». Под эту камеру можно подписать там что угодно. Я решил сделать картинку в виде фишай, как будто снято на фишай камеру, да. То есть была большая свобода сделать любое содержание, практически, лишь бы было какое-то отношение к камере. И вот я предложил здесь различные варианты развития данного сюжета, чтобы там в той картинке потом изобразить. Значит, выбор у нас вот по нажатию по такому. Это девушка у нас подрывается с места, достает дробовик из соседнего контейнера, и дальше у нас идут стандартные разборки с боссом, да? Нажимаем вот этот смайлик, против этого босса дробовик не поможет, подскакиваем и убегаем. Да, в Silent Hill приходилось, кстати, убегать, это было в Shattered Memories, там прямо от каких-то чуваков нужно было бежать там сквозь какие-то здания напрямую. Моя вариация Silent Hill называется Bomb Hill, исходя из локации, в которой они находятся. И третий вариант, который могли выбрать читатели телеги, это спокойный, позитивный, добродушный такой вариант. То есть расслабьтесь, ничего страшного не происходит, чел просто выносит старую ванну на помойку. Бомжеватый мужик достает второе яблоко и дает его Хитер Мейсон, чтобы добавить позитива в этом мусорном гетто. И здесь вот народ выбирал, какой будет следующий вариант. Видите, большинство проголосовало именно вот за этот третий позитивный вариант, что я потом и нарисовал. Ну а в промежутках между разборками в Бомж-Хилле была вот такая вот картиночка, которая была по промпту «Экспедиция». Тоже было достаточно приятно над этим работать. Не очень сложно, но зато большая свобода в тоновом плане что-нибудь проработать. Картиночка в очередной раз выполненная на изи. Промпт Scarecrow, то есть пугало. Ну, действительно, здесь достаточно просто все. И отдельное видео, кстати, можно будет посвятить тому, как рисовать вот эту вот траву, пшеницу в несколько слоев. Очень все просто делается, то есть никаких затруднений это не должно вызывать. И вот, значит, то самое развитие сюжета во вселенной Бомж-Хилл. Добродушный дядя, который протягивает яблоко Хитер Мейсон. Можно ли брать яблоко у этого человека? Или что-то подозрительное он там замышляет? Возможно, на основе этого мы сделаем еще какое-нибудь дальнейшее развитие. Понемногу мы уже приближаемся к завершению Инктобера. И это был промпт «Дорога», то есть «Road». Я еще здесь хотел выложить картинку, с чего она начиналась. То есть и предложить угадать, что на той картинке изображено. В телеге я это не выложил, поэтому давайте я вам сейчас здесь покажу. И вы мне скажете, похоже ли это на то, что вот получилось здесь в итоге. Вот эта картинка, да, и если так с первого взгляда посмотреть, что на ней изображено, это какой-то волосок при приближении микроскопа. Что здесь такое нарисовано? Этот волосок, как видите, дорога, идущая в стиле Wipeout вот так вот вдаль. И сверху вниз, конечно же. Потому что там очень много таких трасс. Дальше промпт Jumbo означает большое неуклюжее животное. И также непосредственно слонов. Есть там еще какие-то названия компаний Jumbo, но все они так или иначе вот сюда вот корнями исходит. Джамбо — это большое неуклюжее животное, первоначальное значение вот этого термина. Промпт навигатор, что-то напоминающее боргов. Борги, кстати, у нас где были? Либо в Квейке, либо в Стартреке, в общем, что-то в таком духе. Виолончель, предпоследняя картинка Инктобера. Опять же, здесь все в прямом смысле, не опосредованно, но зато некоторые разнообразия есть. То есть виолончель у нас тут разбита, лазят какие-то насекомые, мыши и так далее. И последняя картинка называется Landmark. Landmark — это какой-то указатель, пометка, куда двигаться там и так далее, населенные пункты. Здесь у нас непосредственно Landmark, означающий конец этого Инктобера. Что по поводу вот этого антропоморфа, я посчитал, что нужно все-таки делать их менее костлявыми, вот эти вот всякие зверушки. Лица им делать более таким пухленькими, округлыми. И в следующий раз я буду это учитывать. Вот так вот, народ. Инктобер получился весьма полезный и интересный. Скиллов по объему я, может быть, даже больше получил, чем в прошлом году. Потому что Digital позволяет прорабатывать очень много всяких аспектов. Можно быстро что-то стереть, удалить, изменить. Быстрее что-то адаптировать, да и при этом понять, как надо сделать лучше. В принципе, по некоторым картинкам можно отдельно по тону что-то еще записать. Какие-то более углубленные темы по арту
озвучить, потому что пометок у меня было много по итогу, что-то для себя я отмечал, поэтому есть еще о чем рассказать. На этом все. Благодарю всех за лайки и подписываться. Всем удачи, всем покедова.